Итак, условия задачи. Поезд прошел 400 километров. В течение 2 часов он двигался со скоростью 110 км в час, затем сделал остановку на 10 минут. Оставшийся час он прошел со скоростью 90 км в час. Найти среднюю скорость. Итак, условия задачи известно, что поезд прошел 400 километров. В течение 2 часов, пишем это Т1 равно 2 часа, он шел со скоростью 110 км в час. В1 равно 110 км в час. Затем он сделал остановку. Обозначим это временем Т3 равно 10 минут. И оставшийся час пути прошел со скоростью В2 90 км в час. Нужно выяснить, какой он имел среднюю скорость на всем расстоянии 400 км. Итого В средний знак вопроса. Средняя скорость определяется как отношение расстояния ко всему времени, за которое было пройдено 400 км. А это время будет заключаться из первой части, из второй части, третьей части. Нарисуем небольшой рисунок. У нас получается небольшое расстояние. Общее расстояние, обозначим это S. Общее у нас равно 400 км. Это расстояние, которое он прошел в течение первых 2 часов. Т1 равно 2 часа. Скоростью В1 равно 110 км в час. Оставшийся час он двигался со скоростью В2 90 км в час. Но пока времени мы не знаем. Т2 мы не знаем. И мало того, вот здесь у нас сделал остановку и стоял 10 минут. Итого общее время про его прохождение пути будет равно Т равно Т1 плюс Т2. Время, которое он шел, оставшийся час пути, Т2. И плюс Т3 – это время остановки. Сразу определим, поскольку у нас везде здесь часы, давайте определим 10 минут. Т3 у нас равно 10 минут, а в часах это будет 1/6 часа. Итак, для того, чтобы определить время, которое поезд проходил вторую часть, мы должны знать вот этот участок. Но этот участок легко найти, потому что за первых 2 часа мы можем посчитать, какое расстояние он прошел за первых 2 часа со скоростью 110 км в час. Обозначим это первое расстояние S1, а это расстояние обозначим S2. Итак, S1 у нас будет равно скорость V1 умножится на T1. S2 у нас будет равно тогда S отнять S1. Вот и все. Оттуда мы легко можем найти S2 расстояние. Давайте сейчас это все и посчитаем. S1 равно V1 110 км в час умножим на 2 часа. Часы у нас сократятся здесь сразу. И мы получаем, что расстояние S1 у нас равно 220 км. Ну, естественно, S2 будет равно 400. Вот отсюда 400 минус километров минус 220 км. Это будет равно 180 км. И тогда можно определить Т2. Т2 у нас будет равно, это S2 поделить на V2. Или равно 180 км делить на скорость на 90 км в час. Часы у нас пойдут наверх. А 90 км останется внизу. Итого километры у нас сократятся здесь. 180 разделить на 90 у нас будет 2 часа. Вторую часть пути он прошел за 2 часа. Но общее время, естественно, можно посчитать. Это Т равно Т1 плюс Т2 и плюс Т3. Т1 у нас известно с условия 2 часа. Плюс Т2 это тоже получается 2 часа. И плюс 1/6 часа время его стоянки. Мы получили 4,1 часа. Время стоянки. В среднее должны общее расстояние S поделить на вот это время. Общее расстояние у нас 400 километров. Делим на время. Давайте сразу его переведем в неправильную дробь. 6 на 4, 24, это будет 25 шестых часа. Почему я перевел? Это просто будет точнее тогда вычисление, потому что если единичку разделить на 6, это будет какая-то длинная дробь, она не совсем будет точно. Итак, получаем 400 километров, что множится на 6, а внизу будет у нас 25 часов. Получаем километры в час, ту скорость, которая необходима. Можем сократить. Давайте сократим. 25 можно и 400 разделить, ну скажем, на 5. Итого здесь будет 5, а тут будет 80. Еще можно разделить на 5. Здесь 5, здесь единичка будет, а 80 на 5 это будет 16. Итого мы получили 16, что множится на 6 километров в час. Итого 16 на 6 это будет 96 километров в час. Средняя скорость на вот этом расстоянии 400 км с учетом его движений 110 км в час в первой части и 90 во второй части и стоянка 10 минут. Такое получили значение 96 км в час.